Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это видео для тех, у кого асцендент находится в Козероге. Ваш восходящий знак Козерог, вы с этим живете по жизни, и множество событий у вас складывается на этой оси. В первой части видео буду рассказывать про ваши психологические качества, ваш типаж, внешность, как пользоваться своим асцендентом для того, чтобы все двери перед вами открывались и цели достигались. Ну и, конечно же, ваши приоритеты, ценности, основные источники мотивации. И да, ребят, это буду я рассказывать в первой части видео. Во второй части я буду рассказывать противоположную точку асцендента. Это дисцендент. Напротив первого дома у нас всегда находится 7-й дом. Дом брака, партнерства, партнерских отношений, отношений с людьми, всех, с кем нас связывает договор или контракт. Поэтому все те, кто сейчас говорят, а вот у меня нет брака, но брачный договор, он тоже идет по 7-му дому. А ваши коллеги на работе, они тоже идут по 7-му дому. Известность, популярность, публичность, количество клиентов от вашей профессиональной деятельности тоже идет по 7-му дому. И да, нравится нам это и не нравится, но если ваш асцендент в Козероге, то дисцендент или 7-й дом находится в противоположном знаке, и это знак Рак. И сейчас вы мне скажете, как это вообще возможно? Я так не хочу. Неважно, каким знаком обладает ваш асцендент, но всегда напротив находится противоположный знак. Поэтому у всех есть такой кот в мешке, и поэтому, дорогие мои обладатели асцендентов Козероги, ваши потайные качества, желания и стремления – это дисцендент в Раке. И да, это тот самый момент, про который вы думаете, ну почему я человек такой, меня воспринимают вот так, но мне хочется чего-то противоположного. Это история про то, что противоположности встречаются, это история о том, как нас видят другие, как мы начинаем любое дело и как сделать так, чтобы все двери в вашей жизни открывались в ту сторону, куда нужно вам. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, сейчас буду рассказывать все самое интересное, все самое важное для того, чтобы наконец-то это стало работать. Готовы? Конечно же, ребята, если у вас появляются вопросы в течение видео, оставляйте в комментариях, при этом указывайте свою дату, время, место рождения и вопрос, который вас заинтересовал, потому что я про это могу говорить много, опыта у меня предостаточно, и я постараюсь уложиться в 30 минут, чтобы не отнимать много вашего времени. Ну что, готовы? Поехали! Асцендент в Козероге, если говорить про типаж и внешность, то, конечно же, производит всегда такое впечатление очень ответственного человека, человека дела, человека слова, человек, который разбирается в каких-то очень сложных вопросах и часто выглядит спокойным, сдержанным и уверенным. Здесь можно, конечно, сказать, что натальная карта может совершенно про другое говорить про человека. Это правда так. Солнце может попасть совершенно в другой, например, яркий знак зодиака, в какой-нибудь огненный, и тогда здесь, естественно, асцендент в Козероге будет давать мощную продуктивность. Если же солнечный знак зодиака в вашей натальной карте воздушный, то тогда асцендент будет заземлять, и это тоже очень хорошо, потому что воздух, как правило, это безответственная стихия. Для того, чтобы что-то достигать, нужна именно та самая ответственность. Если же управитель, если же солнце в вашей натальной карте попало в водную стихию, то как раз-таки будет стабилизировать эти эмоции водных знаков. Асцендент будет как раз-таки тем якорем, который нужно остановиться и подумать, но водная стихия Солнца, эмпатия и психологические моменты для того, чтобы разобраться с основным мотивом своих действий, будет как раз-таки в помощь дисценденту 7-му дому, который тоже находится в водной стихии в Раке.
И да, если говорить про интересы, ценности и основные приоритеты, то человеку с асцендентом в Козероге, как правило, очень интересны закон и порядок, дисциплина, точные науки. Это человек, который обладает знаниями. Конечно же, если бы родители в детстве этим занимались, вложили в ребенка, неважно, это девочка или мальчик, тогда человек в этом развивается, у него тогда есть фундаментальные знания, и эти знания будут основополагающим, потому что, заметили, да, только для асцендентов в Козероге я надела костюм. То есть костюм – это основная история, очень важная и очень внешняя, которая бросается. Если же вы, дорогие обладатели асцендентов в Козероге, хотите, чтобы вас воспринимали серьезно, независимо от положения натальной карты, одевайте костюм. Неважно, лаконичный он, приталенный. Просто костюм. Вы видите, я одела оверсайз, и я уже выгляжу стильно, но потому что у меня дисцендент в Козероге, поэтому, выступая публично, одевая костюм, меня будут воспринимать как ходячий авторитет. Но понимайте, что как только вы одеваете костюм, то есть в вашем гардеробе он есть, вы их любите, они, конечно же, темные цвета, цвета денег, цвета надежности, стабильности, комфорта. То есть это черный, темно-синий, темно-зеленый, темно-коричневый. Просто даже костюм хочется вам немножко разбавить повеселее, но, естественно, классический темный костюм будет придавать вам статусности. То есть если вы что-то будете важное и умное говорить в костюме, естественно, к вам будут поворачиваться, вас будут находить в толпе, и пользуйтесь. Естественно, расположение к такому человеку всегда серьезное, всегда у людей такое ощущение, что у человека в костюме явно есть деньги, и если вы будете себя вести еще и ответственно по жизни, то деньги к вам будут просто липнуть. Это правда так, и очень много сейчас еще буду рассказывать про положение сложных и сильных планет, но основные психологические качества асцендента в Козероге это все-таки зависит от Сатурна, у правителя асцендента Сатурн и Уран. Но больше всего, конечно же, преобладает Сатурн, и здесь в каком он настроении в натальной карте вашей живет. Если же это депрессивное настроение, тогда все-таки взгляд будет тяжеловатый у представителя асцендента в Козероге. Если Сатурн гармоничный, тогда будет просто ответственный такой взгляд, сверхозабоченность, решить какую-то проблему. Если же в минусе, то это, как правило, ворчливый человек, это, как правило, человек занудный, который требует одно и то же, постоянно ворчит про закон и порядок. Как известно, ребята, у нас у всех есть плюсы и минусы. Так вот, плюсы Козерога асцендента – это ответственность, это стремление к стабильности, комфорту, стремление к деньгам, стремление к знаниям 100%, к точным наукам, обладать информацией, потому что второй управитель это Уран, а Уран это про информацию, про знания. И здесь, конечно, такое потрясающее комбо, где ответственность и безответственность влияют большую роль. И если же человек не принимает свой Сатурн, считает, что веяние моды, я не хочу ничего решать, мне вот хочется ни за что не отвечать, тогда, конечно же, человек, как правило, относится плохо к корпоративному стилю, его это раздражает, он не хочет быть как все, он не принимает закон, он не любит порядок, хотя всем про это ворчит, говорит, насколько это важно, но сам следовать не будет, потому что для него это неприемлемая норма подчинения. Но нет ничего плохого на самом-то деле иметь свои правила, иметь свои принципы, им соответствовать и идти по жизни, да, то есть иметь ответственность по отношению к себе, по отношению к другим, и это максимально честное движение вперед. И да, обратная сторона
вот такого финансового, денежного, можно сказать, даже властного асцендента в Козероге, это дисцендент в Раке. И да, для того, чтобы вам встретить свою вторую половинку, неважно, мужчина вы или женщина с обладателем асцендента в Козероге, здесь, конечно же, очень важно проявлять качество Рака. Это эмпатия, это чувственность, это стараться любить, понимать, воспринимать. То есть здесь желание создать семью. Здесь такое большое и мощное желание создать семью у вас должно быть, потому что рак это как раз-таки про семейственность, про все те семейные ценности. И здесь мы приходим к такой истории, что и в работе получается очень многое, именно в отношении с людьми, не в самой работе, не в самом деньгозарабатывании, а в построении отношений с людьми на работе, что когда мы относимся, я бы сказала, дружелюбно, вот так эмпатично к коллегам, у нас и уровень наших контактов разрастается. То есть, когда мы не хотим поучать, когда мы хотим просто быть, когда мы хотим быть рядом, мы имеем ответственное отношение по поводу того, как мы влияем на людей, мы относимся бережно к воспитанию, то есть, понимаете, сколько уже здесь много внутренней работы. И, естественно, открываю астропроцессор и смотрю, кто же те люди, у кого на самом-то деле асцендент в Козероге, где у нас находятся самые мощные напичканные планеты, да, злостью и агрессией. И, как правило, те люди, у кого асцендент в Козероге и дисцендент в Раке, это сложности в воспитании. Почему? 4-й, 5-й дом попадают, как правило, в знак Близнецы. И это история, когда родители, 4-й еще может попадать в Овна и в Тельца. Это когда родители либо занимались работой, карьерой, постоянно отсутствовали, родители пробивались, да, то есть 5-й дом в Близнецах, родителей, как правило, не было дома, и мы росли, имели, ну, то есть свою жизнь и свои проблемы мы решали сами, то есть приспосабливались, как правило, друзья, контакты, тусовки, все вот это было приходящее, уходящее, и мы как-то с этим справились, выжили, и вот мы родились, асцендент у нас в Козероге, мы про это узнали, дисцендент у нас, оказывается, для того, чтобы строить семью, брак, это все сложилось очень даже хорошо, душевно и по любви, как нам хочется, как у нас никогда не было, но нам так хочется, да, и у нас получается все это в Раке нужно, то есть здесь красивая картинка в соцсетях нас радует, мы пытаемся это все применить на себя, но получается криво. Почему криво? Почему брак не получается? Да? Потому что с большей долей вероятностью все основные, большинство злых планет у вас находятся, обладатели асцендента в Козероге, в 7-м, в 8-м, в 9-м, в 10-м, в 11-х домах. Да? То есть если вы родились где-то с 55-го года по 70-й, то у вас Плутон с большей вероятностью, а там рядышком и Уран, находились в Деве, это где-то 7-й, 8-й дом, все зависит еще, ребят, от широты, да, в какой вы родились, в месте рождения. И здесь, конечно же, понятно, какой нам здесь, скажите, пожалуйста, любовь, счастье и спокойствие. Плутон говорит о том, что если он находится в 7-м доме и Уран там же, что нам постоянно хочется из отношений выйти, они нам не нравятся, мы хотим свободы, нам вообще нужно деньги зарабатывать, нам вообще нужно прокормить себя сначала и семью, вообще это очень сложно, да. Естественно, там же рядом и Нептун, где еще боль, слезы, сожаления и переживания на эту же тему. Если вы родились в 70-х, то Плутон в 70-х, там и Плутон, еще и Сатурн периодически пробегал рядом, да, Сатурн, Юпитер даже там есть у кого в начале 80-х, это 8-й дом, это напряжение, связанное с финансами, пробивными качествами, то есть здесь у многих история самозванца, то есть открываю очень много натальных карт, кстати, регулярно, тех, кто родился там в
конце 70-х, в 80-е, да, начало 80-х. И говорит, хочу много зарабатывать, не знаю как, в семье кризис. В семье кризис, это понятно, много зарабатывать. Шикарный 8-й дом, там Сатурн, там Плутон, там нужно развиваться, там нужно очень много денег зарабатывать, но в детстве учили, как учили? Учили, что деньги это зло, если вот как-то нахрапом получилось, то и вот такая история, а нужно-то прийти к стабильности. А управитель гороскопа, Козерог, говорит, нужна стабильность, даже в каких-то проектах, которые выстреливают, нужна стабильность. Те, кто родился в 80-х, там еще и Уран в 10-м доме, когда надежда, что что-то выстрелит, сложно даются статичные действия, их сложно нести, и получается и работа, и семья – это какой-то сложный проект, и человек реально стоит перед выбором, что мне делать, туда или туда. Я не могу в этих качелях разобраться, я не могу понять, что мне нравится. А второй дом, он либо в Овне, либо в Рыбах. Если он в Рыбах, то здесь вообще все сложнее. Здесь творческие профессии, здесь нужно интуицию, мотивацию свою поднимать. Если в Овне, то здесь нужно действовать и применять как можно больше усилий, регулярно действовать и не сдаваться. Вопрос, хочется ли это? Множество вот этих контрастных планет говорит нам о том, что это очень сложно, это архисложно. Здесь еще и семья. Здесь при всем вот этом, я бы сказала, фейерверке мощных планет и набору натальных карт, потому что 10-й дом, если повезет Стрельце, у большинства он в Скорпионе, когда продвижение вперед и тот социальный статус, который хочется у асцендентов Козероги. Вот так, ребята, да, получилось. Обладатели асцендентов Козероги с большей долей вероятности, что у вас вот тот самый статус, я бы сказала, даже мечта по жизни, как жить, потому что завязана она у вас на определенном уровне комфорта, она будет идти через скорпионие качества. Вот почти у всех есть, конечно же, вероятность и в весах, и в стрельце попасть, но здесь нужно прям смотреть точечно. Оставляйте в комментарии, если у вас асцендент в Козероге, ну и вопрос, чтобы я понимала, потому что люди сейчас будут оставлять много комментариев, чтобы понятен мне был ваш вопрос. И здесь получается, что для того, чтобы иметь ту жизнь, которую хочется, обладатели асцендентов Козероги, это когда вроде как можно и довольствоваться малым, да, но наличие планет в натальной карте говорят, что нужно больше. И Плутон, вот максималист, который находится в верхних, это в верхних домах, естественно, то есть у вас все планеты сложные находятся не под горизонтом, а над горизонтом. То есть это когда вся ваша суть внутренняя говорит, что мне для жизни нужно много. И когда этот человек говорит с асцендентом в Козероге, да нет, мне много не нужно, я вот так скромно живу, а начинка вашей натальной карты говорит о том, что вам нужно много. И вы живете с неудовлетворенным вот таким состоянием каждый день, ходите на работу, ну вот как белочка в колесе, постоянно переживая одни и те же моменты, а хочется вырваться. И в любви, в отношениях 7-й дом в Раке говорит о том, чтобы в отношениях было хорошо, нужно разговаривать. То есть нужно разговаривать по душам, как, к сожалению, не делало большинство из наших родителей. В моменты, когда сложно и страшно, нет этих разговоров, не было этих разговоров в нашем детстве. Да? Поэтому основная такая эмоция асцендентов Козероги – это страх. Страх провала, страх нереализации, потому что человек в костюме не может быть нереализован. Он как минимум привлекает к себе таких же людей в костюмах, у которых есть деньги, у которых есть статус, у которых есть стабильность, да? То есть дело, которое дело жизни, то есть это такой фундамент. И здесь, когда при наличии вот такого гороскопа получается, что все-то вообще не так, и здесь идет такое внутреннее противоречие, споры с собой, со своим я, зачем мне брак, зачем мне эта любовь, зачем мне эти отношения. И человек начинает для всех восприниматься как такой
колкий, озлобленный, несчастный, да, то есть асцендент в Козероге начинает перекрывать множество моментов. Здесь еще и подключаются высшие планеты, особенно если они агрессивные и напряженные. Но я хочу вам сказать, ребята, знаете что? То есть даже высшие планеты, то есть всех тех, кто родился, я прям даже пролистала с 1950 года, ну, моложе меня просто не смотрят, да, то есть, точнее, старше. То есть от 1950, кто родился, и выше, у вас до 1990 года рождения у всех в натальной карте есть шикарный аспект Плутон в секстиле с Нептуном. Это аспект очень больших денег. Очень больших денег, очень хороших денег. И этот аспект у нас снова будет вот с 22 июля 2025 на 4 месяца вперед он будет действовать на небе. И у всех тех, кто родился в это время, есть большой-большой не просто шанс, это активное время для действий, достичь того самого успеха, приложить те самые действия, которые вы хотели бы, чтобы в вашей жизни реализовались, к достижению того самого комфорта, уюта в своей жизни. Разговаривайте со своими вторыми половинками на самые волнующие вас темы, на сложные темы, когда сложно открыть душу, потому что асцендент в Козероге – это не даритель тепла, но в своем браке и в отношениях вы можете расслабляться как кот, как кошка. Вы можете в прямом смысле найти ту отдушину, если будете в отношениях душу-то свою открывать. И тогда у вас будут строиться и публичные отношения. Я не говорю о том, чтобы открывать душу всем другим людям. Конечно же, это очень ответственно. Я про то, чтобы вести очень дружелюбные и качественные отношения с людьми на работе, с коллегами. И люди будут воспринимать вас как человека ответственного, но когда вы будете решать определенные вопросы, вы должны именно доводить дела до конца, не импульсировать, потому что есть такая история в связи с усталостью, просто взять, бросить все и больше этого не делать. Не забывайте, второй управитель вашего гороскопа – это Уран. Это когда мы избегаем ответственности, когда нам настолько страшно, что мы не хотим в свою лодку больше никого брать. Здесь история, конечно же, традиционных ценностей в семейных отношениях. Здесь история фундамента. Здесь главное, чтобы у вас по жизни были фокусы, что мужчина играет мужскую роль, а женщина играет женскую роль. И здесь очень важно с этим разобраться, потому что это очень важная ось Козерог-Рак для построения любовных отношений, для достижения карьеры, для воспитания детей в том числе. И тогда все будет складываться, получаться. То есть рассказала основные вопросики, в которых нужно разобраться. Но я надеюсь, вы и без меня разберетесь. Но если я вам для этого нужна, пишите в комментариях, ребята. И я буду рада ответить на все ваши вопросы и помочь. Поэтому вот такая история связана с асцендентом в Козероге. Лично я считаю, что это один из явных асцендентов, которые, если следуют своему пути, если следуют своим ценностям, получается как хочется. Здесь главное смотреть, что есть другая сторона медали, это другое мнение, это дисцендент в раке, и люди, которые будут встречаться на вашем пути, ваши вторые половинки и все те люди на работе, они будут отсвечивать не вот вас, они будут иметь противоположную точку зрения, которая от вашей отличаются. Они будут, как правило, отсвечивать раков, мягкое мнение, совершенно другое, а вы будете думать, чего это они меня все размягчают, да, то есть чего это они мне говорят про стабильность, зачем они мне говорят про фундамент и прочее, потому что фундамент нужен для того, чтобы построить гораздо больше. Нужны эмоции. То есть асцендент в Козероге не обладает особыми эмоциями. Да? Здесь сухость, здесь обиды, переживания из детства. И с этим нужно разобраться для того, чтобы прийти к
к эмоциям и испытывать те самые эмоции, которые нужны для построения отношений в обществе. И да, здесь эмпатия, здесь и интуиция, здесь и чувствование других людей, не просто свое я, свое эго, просто следование правилам и законам в том числе, да, говорить про порядок, быть занудными. Но занудство, еще раз говорю, это один компонент терпения, потому что только терпеливый человек может идти в долгую, только терпеливый человек обладает таким качеством, как занудство. Это и есть терпение, постоянно и монотонно делать одно и то же и не сдаваться в достижении своей цели. И да, особенно если у вас второй дом попал в Овна, то здесь нужно бесконечно прикладывать множество усилий. А если 10-й дом попал в Скорпиона, то ваш статус, к которому вы стремитесь, к мощной такой реализации, естественно, не просто множество бесконечных действий, здесь еще и ваш эмоциональный личный прорыв, умение трансформировать свои слабости в свои достижения, то есть умение трансформироваться под обстоятельства, которые происходят в этом изменяющемся мире. Вот такая история, дорогие друзья. Скажите, рассказала про вас или нет, или мало рассказала. Я очень много могу про это разговаривать, потому что вам, во-первых, это заходит, во-вторых, я не просто попадаю, мне программа говорит, что так оно и есть, и так оно было десятилетиями. Вдумайтесь, десятилетиями мы шли сюда, оказались здесь, и мы понимаем, чего нам не хватает, да? Но для того, чтобы все было, нужно разговаривать, раскрывать душу. Не нужно вот эту скалу в себе внутри иметь, да, ради достижения цели. Скала не приведет, она лишь дает фундамент своих. Закрепите в эту скалу свои ценности, свои интересы и понимайте, что это нерушимо. И на этом фундаменте уже стройте эмоции, проявляйте, будьте счастливы, идите к своей карьере, к своему статусу, и все будет, если не останавливаться и не обижаться на других людей и на себя. Ребята, вот такая история про асцендент в Козероге. Я надеюсь, была полезна. Оставляйте комментарии и увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.